нас нет больших мастерских, у нас нет больших коллекционеров, у нас нет больших гонораров за произведения. То есть у нас все маленькое, карликовое, как в тундре. Вот мы живем все как в тундре. На меня это восточное искусство больше повлияло, чем западное. И китайцы, японцы особенно. Они очень хорошо относятся к природе. Вот. И они эту природу изображают в каких-то вот знаках, через какие-то приемы. И мне это очень нравилось, очень близко было. Восточное искусство — это образ, всегда образ, поэзия какая-то. Я подумал, а вот сделать бы скульптуру облака, потому что скульптура — это что-то твердое, а облако — это такое. Ну, сделал вот такую скульптуру. Там такая игра планов. То, что ближе к нам, может быть окрашено темнее, значит, оно уходит на второй план, а то, что наоборот там светлее, выходит. И вот эта игра объема и цвета. То есть, оказывается, можно самыми простыми средствами достигать большого эффекта. Ваза с цветами. Захотелось сделать эту вазу и цветы таким прозрачным, как только контуром. Никакого объема, никаких плоскостей, все, взгляд проникает насквозь, но тем не менее рисунок остается. Все прозрачное. Ну, как лес ведь тоже, особенно без листвы, он же прозрачный. Осторожно, двери закрываются. Первый раз, я помню, нас туда повезла наша учительница литературы. Мы поехали на поезде до Абрамса. У меня даже есть такой большой маршрут, он километров на 12. Я каждый раз так выхожу из электрички и потом по своим тропинкам, по своему маршруту. И вот так меня поразила эта природа своей красотой. Мы поехали где-то осенью, было холодно, снега еще не было. Но был такой ледок на лужах, на реке. Мне это все так запало, я даже не думал о таком счастье, чтобы когда-то жить в этой природе. А потом каждое лето я там жил и работал. Вот эти первые вот все эти скульптуры до отъезда, вот это все я делал там. Помню, была страшная гроза, и я бежал под дождем скорее в дом. Вот. И тут вот какие-то там идеи приходили. Я не стремлюсь продавать свои работы. Если они продаются, то так, вопрос случая. Почему я стараюсь не расставаться с такими работами, которые для меня как-то значительны, или стараюсь делать вторую, третью такую, чтобы для себя это сохранить. А если работа у меня, то я вижу и там могу что-то продолжить, эти идеи. Единственное, что у меня нет размаха, вот, и не может быть вот, в условиях такой мастерской. Потому что скульптура хороша, когда она воздействует физически своими масштабами, размерами. Плюс солнце, плюс зеленая лужайка, голубое небо. Все вместе это образует искусство. А я достиг своего потолка. Если бы была возможность, да, я бы хотел очень большими их сделать. Я даю эту идею, даю проект, а дальше общество.
Потому что вот, скульптор особенно, он как-то в какой-то момент он начинает уже соприкасаться с обществом. Ну вот я там сделал проект «Памятник жертвам сталинизма». То есть идея такая, что ровное громадное пространство, где-то там в Сибири или на Дальнем Востоке. И из этого поля вырастают несколько голов. Вот. Некоторые полностью, некоторые меньше, некоторые совсем только-только начинаются. И подразумевается, что там под землей вот эти миллионы где-то скрыты. Отчасти личная история, да. Я дитя репрессированных отца и матери. Мне было велено говорить, что папы у меня нет, а мама живет в другом городе. Я так всем бодро отвечал. Потом оказалось, что там чуть ли не у полкласса, как у меня, отцы были репрессированы, там, расстреляны. И мамы наши жили там в Маломирославце на 101-м километре. Все скрывали это все. Я никому не говорил, да и неинтересно было на эту тему говорить. И больше того, мать, когда вернулась из лагеря, тоже ничего не рассказывала. Потому что она хотела все это забыть. Считала, что это какой-то случайный, нелепый эпизод в ее жизни, что, ну, там, наверное, остальные были виноваты, но отец абсолютно ни в чем не виноват. Матери дали родить, и потом тоже уже забрали, как член семьи врага народа. А я был в лагерных яслях, и потом меня бабушка забрала, и с тех пор я вот москвич, и только в Москве жил, у нас Старая площадь. Потом началась война. Дома были полупустые, потому что уехали в эвакуацию люди. А мы, значит, с бабушкой живем вот в этом доме пустом. По стенам течет вода, значит, там бабушка меня угощает гнилой картошкой. Вот, а я ем ее как пирожное. Она сладкая такая, черненькая немножко, но зато сладкая, вкусная. Когда еду платить за мастерскую, здесь рядом, то иногда прохожу, ну, по ностальгическим, так вот, по Солянкину, ну, по всем этим местам. Но мать приезжала, тайком, значит, приезжала на 2-3 дня. В один из таких приездов она меня свела в Третьяковскую галерею. Для меня это было, ну, просто что-то такое фантастическое. Вот я никогда не видел столько картин, столько золотых рам. В общем, в следующий раз я уже один ходил с приятелем. И потом зачастил туда. И вот там весь этот соцреализм. И Агансена там. А я-то был сторонник, то есть я это все обожал сначала. Вот. А потом, когда стал взрослеть уже, когда что-то ругали, я сразу становился на сторону этого. И я сразу полюбил Левитана. Левитана потом узнал, что был такой Врубель. Потом Константин Коровин. Их тоже ругали все время. Вот. Вдруг проходит слух, что в музее Пушкина повесили Матисса. В общем, мы сразу после занятий побежали туда. Вот, действительно, цветы в голубой вазе висят матиссовские. Стоит человек с белым воротничком, черным галстуке, с курчавой головой. Вот, смотрит, значит, и он к нам обращается, он говорит, нравится, все, и что-то начинается какой-то разговор. А это художник Семенов Амурский. Вот, и он в конце, значит, спрашивает нас, хотите посмотреть, значит, интересного художника? Вот, приходите в воскресенье, там, к 12 часам. Мы приходим в воскресенье к 12 и сидим там до 12 ночи. Вот смотрим его работы. Вот они, кстати, здесь многие. И вот так вот началась эта дружба. Да они все хороши, они все мне нравятся. Эмоции вызывают композиция. Эмоции может даже сюжет вызывать. И как раз для этой живописи я делал там рамы. Я стал их сам делать. Я сделал 4 его выставки. 2 во Франции и 2 здесь.
Сам он отрицал, что он учитель, но я, конечно, я у него учился и подражал ему во многом очень, да. Мы с ним дружили до самого моего отъезда в эмиграцию. В скульптуре я был новичок, мне все было интересно, я все сам придумывал. А в живописи меня же столько учили, и училище, и до училища, и Семенов Амурский, все. Я уже все знал, мне как-то это не так было интересно. Скульптура вообще более главная вещь. Там. То есть ты сначала решаешь, потом пилишь или рубишь, что ты делаешь руками. Я стал заниматься скульптурой, потому что, наконец, был свободен. До этого я жил с матерью в одной комнате. Там, если я начинал пилить, то мусор, пыль везде, значит, мать возмущается. Кроме того, шумы, и соседи приходят. С 1971 года у меня уже отдельная мастерская, могу работать, шуметь. Удобный центр города. Гости приходили. Тот же Леня Соков, Саша Косолапов. Мы выстраивали такие выставки обсуждения. То есть художники приносили свои работы. Я снимал, значит, очищал стены. Вот, художники вешали свои работы, а потом устраивали диспуты такие вот. Каждый критиковал другого. Интересно было. Это самое лучшее время для меня здесь было, в Москве. Я мог как свободно работать и жить здесь. И там я проработал до 1976 года, после чего сбежал во Францию. И вдруг через 8 месяцев я получаю письмо, что вот есть такая-то мастерская, вот поезжайте туда, посмотрите и дайте нам ответ. Только ни в коем случае не отказывайтесь заранее. Я не стал отказываться, я поехал посмотреть. Когда посмотрел, ну, все, мне так все было по душе, вот, что я сразу согласился. И с тех пор, вот до сих пор оно у меня там. Мое самое лучшее произведение – это моя мастерская в Волонфоне. Вот там тоже полно работы, тоже они все взаимодействуют. Все это накопилось за сколько? За 30 лет. Вот я где-то выставился, там дали мой адрес в каталоге, и потом посыпались эти письма. Прям каждый день ходи и смотреть в вернисаже. Интересная жизнь началась. А потом где-то там через полгода вот этот швейцарец Жак Мелконян приезжает, говорит, давай журнал делать. Ну, давай. Началась эта эпопея «А я вообще все время трактовал этот журнал как журнал всех. То есть там мог быть любой, кто чем-то интересен. Даже не работами, а интересен, ну, как сказать, концепцией. Вот все семидесятники, кого мы знали лично, Герловины, потом Тупицын, там, но они уже в Америке были. Хотя общее направление, конечно, там было концептуально авангардное. Очень трудно было все это. Вот потому что писать мы не могли по почте. Значит, надо было с кем-то посылать окольным путем. Письма не доходили или доходили не вовремя. Боялись, все боялись. Но, тем не менее, вот собирали материалы. Потом самое важное, мы просили писать самих художников. И вот самые-то интересные тексты, это когда сами художники пишут. Кабаков, Булатов, Чайков, там, кто вот. Потому что это уже как документ. Там одно дело искусствовед смотрит со стороны, другое дело, когда художник пишет изнутра, что он там видит в своих работах. Но вот моя идея была делать такой мультижурнал, чтобы не только какой-то группе там для всех. Самое интересное, что он, в общем-то, до сих пор он не устарел. Что для многих это в новинку, даже сейчас. Вот здесь вот я дарю этот журнал, какие-то у меня остались
Но если бы вот удалось выпустить не 7, а 70 номеров, там очень много было бы интересного, можно было напечатать. 7-й номер вышел уже. Литературный номер был. А КГБ, очевидно, для них художники уже как бы отошли на второй план, потеряли интерес к ним. А писатели, литература — это уже явно антисоветчина. Вот они решили прикрыть напрочь этот журнал. И тогда вот по новой всех вызывали и уже грозили так серьезно. Ну и после 7-го номера я сам не стал издавать. Но тут не повезло КГБ, потому что Советский Союз рухнул. Вот началась перестройка, и все их усилия, в общем-то, напрасны были. Сразу после журнала у меня появилась своя галерея. Даже 2 галереи в Дюссельдорфе и в Кёльне. Вот я стал выставляться уже. И в Париже тоже у меня было 2 галереи. Вот, так что некуда было скучать, надо было работать. То есть я вот после журнала я стал жить как нормальный французский человек. У меня жена появилась русская, которая здесь живет и работает. И мы стали на 2 дома жить. То там, то здесь. Город есть город, но абстрактный город тем более. Ну, пожалуйста, Москва, пожалуйста, любой еще. Любой город. Ну вот так вот. Все, R можно клеить уже. Здесь было очень интересно, и гораздо интереснее, чем во Франции. И в смысле искусства, и выставки какие-то. Я с удовольствием ходил на все московские выставки. И до сих пор хожу. Франция его как-то уснула сейчас в смысле искусства. Старое искусство там показывают, и это очень здорово, интересно. И одна за другой всякие интересные выставки. Вот, а современное искусство войдешь, пожмешь плечами. Есть немцы, есть французы. Ну и, наверное, русские тоже чем-то отличаются. Но это так, если издалека смотреть только. Так вблизи ты не увидишь. И не надо это разделять. Чего ж особенно кичиться, что мы самые-самые. Ничего не самые. Это чванство какое-то русское, что вот мы особые, там, мы великие. Надо быть не великим, а нормальным. Мы выбрали из макетов самый простой. И остальные будут здесь. А так это все как бы тонет в такой белизне. Надо всматриваться, чтобы различить эти формы. Абстрактная скульптура.
большого масштаба, который можем проходить насквозь. То есть надо где-то надпись повесить, что руками трогать разрешается. Они действительно, почему их не трогать руками? Я это вижу где-то там на площади, в центре площади. А вокруг там машины едут, или трамваи. Город, люди ходят.